большой привет, добро пожаловать на канал. И в этом видео, как вы уже поняли, мы будем шить школьную форму. В комментариях и в личку в инстаграм меня часто просили показать, как я ее сшила. Поэтому я решила снять об этом мастер-класс. Также на канале есть видео с мастер-классом вот на такой милый рюкзачок для кукол. Ссылочку для вас я оставлю наверху. Начинаем, как всегда, с выкройки. Прикладываем куколку и отмечаем нужные нам линии. В процессе выкройки я часто делаю примерки на куколку, чтобы убедиться, что выкройка будет сидеть по фигурке. У девочек талия узкая, поэтому делаем небольшой срез сбоку. Теперь прикладываем деталь нашей выкройки и рисуем ее цельной, со спинкой и полочкой. Как делать такую выкройку, я уже показывала ранее в других своих видео. Можно, конечно, сделать все детали отдельно, но тогда нам придется сшивать много мелких деталей. И это займет у вас намного больше времени и труда. Рукав у куклы будет длиной 4,5 см. Прикладываем линейку к пройме и отмеряем. Запястья у кукол тоненькие, и я часто шью зауженные рукава, так как ладошки у OMG съемные. Но я знаю, что не все такие смелые, как я. Поэтому рукав мы будем шить пошире, чтобы ладошки влезли беспрепятственно. 2,5 см как раз нам хватит. Вырезаем нашу выкройку, предварительно сложив ее пополам. Я буду втачивать рукава в проймы, поэтому я их обрезаю. Вы же при желании можете их не обрезать, так вам будет шить намного проще. Но я просто хочу вам показать, как это можно сделать. Чтобы не мучиться с подгибанием края жакета, делаем кант. Для этого прикладываем выкройку жакета и обводим низ, зону застежки и горловину. Добавляем к канту 1 см по краям и вырезаем. Теперь делаем выкройку юбки. Для этого чертим прямоугольник длиной 27 см и шириной 6 см. Вырезаем. Выкроем блузку. Тут ничего сложного, ведь похожий топик я уже вам показывала в другом видео. Не забываем про примерку. Вот все детали выкройки, которые должны у вас получиться. Теперь вырезаем их с припусками на ткани. В своих запасах я нашла вот такую вот розово-серую клетку. И еще я вырезала пару кусочков ткани на застежку для топа и на пояс юбки. Ткань очень плотная и крошится по краям. Поэтому, чтобы было легче в работе, я обработала все края у своих выкроек зажигалкой. Начнем, пожалуй, с юбочки. Формируем складки с помощью иголок. Подворот на глаз примерно полсантиметра. У меня получилось 5 складок. Обязательно примеряем, чтобы убедиться в том, что юбочка не будет нам маленькой. Ведь нам еще нужно, чтобы осталась ткань для подворота на застежку. Подворачиваем край юбки и фиксируем наши складочки строчкой.
Здесь можно сразу подогнуть край и прошить его, а потом и с другой стороны. Теперь можно вытащить иголки. Ткань плотная и поэтому плохо держит форму. Чтобы это исправить, достаточно ее потом просто проутюжить. Тогда складочки на юбке будут отчетливо видны. Теперь нужен пояс. Для этого отрезаем из такой же ткани прямоугольник длиной 13 см и шириной 1,5 см. Все края обязательно обработайте зажигалкой, иначе ткань у вас просто рассыпется. Как видите, пояс у меня немножко больше юбки. Это нужно для подворота. Складываем пояс и юбку лицевой стороной вниз и прошиваем. Теперь юбку разворачиваем и подгибаем край. Фиксируем снова и подшиваем, уже спрятав шов. Юбочка готова. Осталась застежка. Теперь блузка. Для нее я взяла трикотажную ткань, которая хорошо тянется. Обрабатываем края. По желанию можно прошить по центру строчку, которая будет имитировать застежку. Пришиваем горловину. Подгибаем и подшиваем сзади, пряча шов. На горловину и спинку подшиваем застежку. Жакет. Пришиваем кант. Для этого детали складываем лицевой стороной внутрь. Излишки подрезаем и обрабатываем зажигалкой. Теперь будем втачивать рукава. Для этого прикладываем рукав к жакету лицевой стороной вниз и совмещаем центр. Теперь по кругу пришиваем рукав. Вот что получилось. Делаем то же самое и со вторым. Чтобы ткань не топорщилась, я ее проутюжила и вывернула кант на лицевую сторону. Я хочу сделать манжеты на рукавах. Для этого я буду подворачивать их на лицевую сторону. Края у меня обработаны, поэтому осыпаться они не будут. Но я все равно хочу подшить низ. Теперь подгибаем рукав на лицевую сторону, то есть внутрь, и сшиваем вот так. Обрезаем излишки и обрабатываем края зажигалкой, чтобы швы не развалились. Выворачиваем. Вот такой жакетик у нас получился. При желании можно добавить стразы, имитируя пуговицы. Давайте-ка примерим форму на куколку. Рукава у жакета свободные, но я все равно по привычке снимаю кисти у куклы. Очень миленько, но для завершения образа нам не хватает гольфов. Как делать выкройку таких гольфов я подробно показывала в видео со свитшотом. Ссылочку я оставлю для вас наверху. Вот такой образ прилежной ученицы у меня получился. Можно поиграть в школу. Вот для сравнения форма, которую я сшила на машинке. Напоминаю, что я шью вручную для наглядности, и при желании вы сможете шить точно такую же форму и на своей машинке, если она у вас есть. Если это видео вам понравилось, то ставьте лайк, а также напишите, какая форма вам понравилась больше, красная или розовая. Ну все, всем пока!